такой человек в нашей не так уж давней истории. Кто-то считает его гением, а кто-то сумасшедшим. Для кого-то он герой, для кого-то злодей. Святой, слуга дьявола, спаситель России, разрушитель России. Каких только оценок не удостаивался этот человек. Споры о нем не утихают и спустя 100 лет после его смерти. Речь в нашей программе сегодня пойдет о Владимире Ильиче Ленине. Начнем мы, пожалуй, с того, что вспомним, какими были последние 60-65 лет в истории Российской империи. Ленин родился всего через 9 лет после того, как в России было отменено крепостное право. Поражение в Крымской войне выявило серьезное отставание Российской империи от сильнейших держав того времени и подстегнуло давно назревшие реформы. Но освобождение крестьян в 1861 году не сделало их жизнь легче. Оно лишь сменило одну форму закабаления на другую. На бывших крепостных еще почти полвека лежала тяжелая ноша выкупных платежей. Платили они и большие подати. Лучшая земля по-прежнему оставалась у помещиков. Голод был регулярным. Его главные причины – малоземелье большей части крестьянства и отсталость применявшихся сельскохозяйственных технологий. От голода порой страдали десятки губерний одновременно. Россия была и лидером по распространенности инфекционных заболеваний в Европе. Большинство подданных Российской империи проживали в неблагоприятных санитарных условиях, а представления о гигиене у многих из них были самые смутные. Дизентерия, эпидемии тифа и холеры выкашивали жителей России миллионами. Ситуация часто усугублялась низкой доступностью медицинской помощи, темнотой народных масс, а иногда и недоверием к врачам. По данным книги Николая Рубакина «Россия в цифрах», опубликованной в 1912 году, средняя продолжительность жизни в стране не превышала 33 лет. На европейском континенте в то же самое время доживали в среднем до 49 лет. Российской империи принадлежал и европейский рекорд детской смертности. Нелегко тогда приходилось большинству рядовых тружеников Европы. Однако тот факт, что продолжительность жизни в нашей стране была почти в 1,5 раза меньше среднеевропейской, о многом говорит. О тяжелом положении народа можно было тогда услышать не только от социалистов, но и от общественных деятелей с националистическими взглядами. Публицист Михаил Меньшиков в 1914 году писал: «Перестанемте, господа, обманывать себя и хитрить с действительностью. Неужели такие чисто зоологические обстоятельства, как недостаток питания, одежды, топлива и элементарной культуры у русского простонародья ничего не значат? Неужели ничего не значит наша постыдная, нигде в свете не встречаемая детская смертность, при которой огромное большинство живой народной массы не доживает даже до трети человеческого века?» Тем не менее, после отмены крепостного права экономическое развитие России ускорилось. Да, быстро развивалась промышленность. Сотни тысяч крестьян, получив личную свободу, устремились на заработки в города, на фабрики, заводы и прииски. Вот только условия, в которых жил и трудился новый класс, российский пролетариат, были тяжелейшими. Лишь в 1898 году был впервые законодательно ограничен рабочий день до 11,5 часов. Дельцы наживались на рабочих, постоянно обсчитывали и штрафовали их по разным поводам. Жить работникам чаще всего приходилось в тесных каморках, в казармах и общежитиях, бытовые условия в которых напоминали порой концлагерные. Широко использовался труд женщин и детей. Нужда толкала женщин к занятию проституцией. Проституция в Российской империи была легализованной. Занимались продажей своего тела и незарегистрированные проститутки. Рабочие боролись за свои права. Первые забастовки в России датируются 70-ми годами XIX века.
а за 5 лет, с 1881 по 1886 год, в стране было организовано по крайней мере 48 стачек, в которых приняли участие 80 тысяч человек. Попытки рабочих и крестьян выступать с какими бы то ни было требованиями жестоко подавлялись в царской России. В то же время увеличивалось материальное расслоение на селе. Большинство крестьян были безлошадными или однолошадными бедняками. В 1903 году из 10 миллионов крестьянских дворов у 3,5 миллионов лошадей не было. С другой стороны, 1,5 миллиона кулаков владели половиной всех посевов. Эти сельские буржуа быстро богатели. На них батрачили бедняки, наживались они и за счет разных форм ростовщичества. Массы рабочих и крестьян страдали от огромной нужды. При этом богатейшие слои общества купались в роскоши. Миллионы подданных Российской империи не всегда могли поесть досыта хлеба, а царь и его семейство катались на яхтах, оборудованных электровентиляторами и холодильниками. Добавьте к этому унизительное сословное неравенство. Вывески собакам и низшим чинам вход воспрещен в общественных местах, ограничения на получение образования для простонародья – реалии того времени. Только в 1903 году в стране были официально отменены телесные наказания. Но в армии и на флоте издевательства начальства над рядовыми солдатами и матросами так и не прекратились. Лев Николаевич Толстой честно описывал тогдашнюю действительность. Мужики, работники, hands, как это выражают англичане, нужны нам, чтобы работать на нас. Зачем скрывать то, что между нами, господами и мужиками, лежит пропасть? Есть господа и мужики, черный народ. Одни уважаемы, другие презираемы, и между теми и другими нет соединения. Господа никогда не женятся на мужичках, не выдают за мужиков своих дочерей. Господа не общаются, как знакомые с мужиками, не едят вместе, не сидят даже рядом. Господа говорят рабочим «ты», рабочие говорят господам «вы». Одних пускают в чистые места и вперед в соборы, других не пускают и толкают в шею. Одних секут, других не секут. Это две различные касты. Не пытаясь сгладить острые углы, писатель не раз говорил и о растущем недовольстве простонародья богатыми паразитами. Вот запись из дневника Льва Толстого от 13 сентября 1891 года. «Неужели люди, теперь живущие на шее других, не поймут сами, что этого не должно, и не слезут добровольно, а дождутся того, что их скинут и раздавят?» Не было равноправия и среди народов Российской империи. Властями проводилась политика насильственного обрусения других национальностей. Проигранная русско-японская война в который раз проявила отсталость царской России и сильно подорвала авторитет власти. Ну а жестокий разгон мирного шествия рабочих в Петербурге в январе 1905 года стал детонатором Первой русской революции. Экономическое развитие России в последней четверти XIX века и в начале XX в значительной степени шло за счет иностранного капитала. Оно в первую очередь несло прибыль западным инвесторам и отечественной буржуазии, а не улучшение жизни трудового народа. Закабаление иностранным капиталом нарастало. Целые отрасли промышленности попали под контроль зарубежных капиталистов. Эта зависимость привела в итоге к тому, что Российской империи, по сути, как вассалу и младшему партнеру, пришлось вступить в мировую войну на стороне Англии и Франции. Воевала страна плохо. Сказалось накопленное за десятилетия отставание. Снарядный голод, отсутствие собственной фармацевтики, слабое развитие техники в сравнении с наиболее передовыми странами того времени. Война обнажила множество проблем российского государства. При этом буржуи и спекулянты безудержно наживались на мировой бойне. Росли долги страны перед зарубежными банками. Резко ухудшилось и без того тяжелое положение крестьянства и рабочего класса. Зрела революционная ситуация. Война – повивальная бабка революции, как метко однажды заметил Ленин. И весь этот тугой узел экономических и социальных противоречий, завязывавшийся веками, разрубили в 1917 году большевики. Отец Ленина, Илья Николаевич Ульянов, был потомком крепостных крестьян, выходцем из небогатой мещанской семьи. Благодаря помощи своего брата он получил гимназическое образование, а позже с отличием окончил Казанский университет. Выдающиеся способности позволили Илье Ульянову сделать редкую и необычайно успешную для человека его происхождения карьеру чиновника.
Он дослужился до чина действительного статского советника, стал директором народных училищ Симбирской губернии. Несмотря на свои достаточно консервативные взгляды, Илья Николаевич был прогрессивным и демократичным педагогом. Он ратовал за равный доступ к образованию для всех детей, для мальчиков и девочек, для русских и нерусских, для бедных и состоятельных. Благодаря его усилиям тысячи крестьянских ребятишек начали учиться. Ульянов-старший отрицал насилие как метод воспитания. С детьми, в том числе и со своими, он обращался тактично и уважительно. За проступки и шалости в семье Ульяновых никого не ругали и не били. Самым большим наказанием было отправить провинившегося ребенка на диван в кабинет отца. Особо расшалившихся ребят Илья Николаевич иногда усаживал рядом с собой. Мать Владимира Ильича, Мария Александровна, получила прекрасное домашнее образование. Она знала и любила иностранные языки и прививала эту любовь детям. На досуге в семействе Ульяновых любили шахматы, настольные игры, шарады и загадки, которые развивали сообразительность и находчивость, тренировали память и внимание. В доме Ульяновых всегда было точно определено время для занятий, домашних хлопот, отдыха, приема пищи и сна, поэтому у всех вырабатывалась привычка соблюдать режим. О Володе Ульянове современники отзывались как о способном и усердном ученике, ходячей энциклопедии. Он рос в атмосфере, которая сочетала в себе теплые семейные отношения, любовь к учению и мыслительной работе, ответственность и свободу. Хотя Илья Николаевич и Мария Александровна были людьми вполне верно подданными и законопослушными, 5 их детей стали революционерами. Своего старшего брата Александра Владимир Ильич любил особенно сильно. Брат имел на него огромное влияние. Александр Ульянов с отличием окончил гимназию и блестяще учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. Он стал народовольцем и участвовал в подготовке покушения на Александра III. Но террористическая организация была раскрыта. Александр был казнен. По воспоминаниям младшей сестры Ленина, Марии Ильиничны, юный гимназист Ульянов высказал тогда мысль, ставшую впоследствии известной в поэтическом пересказе Маяковского: «Мы пойдем другим путем». В августе 1887 года Ленин поступает на юридический факультет Казанского университета, но уже в декабре его исключают за участие в студенческих протестах. Почти год он проводит в деревенском доме своих родственников. Здесь он много читает, большое влияние на него оказывают труды Чернышевского. В России уже не первый год распространяется учение Карла Маркса. Есть уже и собственные теоретики марксизма, виднейший из которых Георгий Плеханов. Маркс открыл основные законы экономического и политического развития общества. Он первым вскрыл механизмы эксплуатации в разных экономических формациях и научно обосновал, что развитие человечества немыслимо без борьбы классов и революций. В недрах феодального строя зародился класс буржуазии, сыгравший решающую роль в уничтожении феодальных порядков. Точно так же капитализм породил класс, который станет его могильщиком – класс наемных рабочих. В результате революции средства производства из частных рук капиталистов перейдут в коллективную собственность людей труда. А возглавить эту борьбу должен авангард рабочего класса – революционная коммунистическая партия. В 1889 году Владимир Ульянов начинает самостоятельно осваивать теорию Маркса. Он оттачивает навыки самообразования, участвует в работе марксистских кружков, сначала в Казани, затем в Самаре. В ноябре 1891 года по разрешению властей Ленин сдает экстерном экзамены за курс юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Какое-то время он работает помощником у присяжного поверенного в Самаре, но карьера юриста его не привлекает. Главной страстью Владимира Ульянова уже стала революция. Он все тверже стоит на позициях марксизма. В 1893 году Ленин переезжает в Петербург. Молодой революционер быстро становится известной фигурой в среде местных социал-демократов. В то время главным тормозом для распространения марксизма в России было движение народников. Народники считали, что под руководством интеллигенции крестьянство свергнет царизм и установит социализм. Не сумев повести за собой крестьянские массы, народники решили бороться против царского режима своими силами.
Они делают ставку на индивидуальный террор и героев-одиночек. Тайное общество «Народная воля» устраивает успешное покушение на Александра II, но убитого монарха на троне сменяет его наследник. Очевидно, что народовольцы напрасно тратят свои силы и лишь мешают развитию рабочего движения в России. Много сделал для идейного разгрома народников Георгий Плеханов. Но окончательное поражение народничеству нанес своими работами Ленин. Уже первые книги и статьи Владимира Ильича ставят его в один ряд с самыми видными теоретиками марксизма в России, такими как Плеханов и Аксельрод. В 1895 году Ленин объединяет все марксистские кружки Петербурга в союз борьбы за освобождение рабочего класса. Начинается массовая агитация среди рабочих. Союз руководит и стачками. Марксизм соединяется в России с рабочим движением. Политическая деятельность Ленина замечена царским правительством. Он арестован и помещен в тюрьму. В 1897 году Ленин отправляется в ссылку. В 1900-м Владимир Ульянов покидает родину. До 1917 года он живет и работает в основном за границей, постоянно поддерживая связи с Россией. Еще в 1898 году российские социал-демократы попытались объединиться в партию, но на первом съезде РСДРП сделать этого не удалось. Требуется соединить разрозненные организации, преодолеть их идейный разброд и кустарничество. С этой целью Ленин создает первую общерусскую газету революционных марксистов «Искру». В 1903 году образуется Российская социал-демократическая рабочая партия. И сразу в ней обозначается раскол на две фракции. Ленин настаивает на том, что все члены партии обязаны подчиняться строгой партийной дисциплине. Ядром организации должны стать профессиональные революционеры, хорошо владеющие марксистской теорией и всецело преданные своему делу. Но некоторые социал-демократы против боевой революционной партии ленинского типа. Они поддерживают анархию и организационную раздробленность. Им куда больше по душе безответственность интеллигентского индивидуализма. Такая партия никогда бы не смогла возглавить борьбу рабочего класса. Часть РСДРП, вставшую на сторону Ленина, называют большевиками, а тех, кто выступил против ленинской линии, меньшевиками. Кризис самодержавия в 1905 году приводит к началу Первой русской революции. Ленин тайно возвращается в Россию. Несмотря на то, что царское правительство подавило революцию, она многому научила большевиков. Народные массы начинают избавляться от веры в доброго царя-батюшку. Крестьянство показывает, что оно может быть союзником рабочих в революционной борьбе. Массы получают важнейший политический опыт организации советов и работы в них. После поражения революции начинаются годы Столыпинской реакции. Большевики борются за сохранение партии. Они не допускают распуска нелегальных структур РСДРП, как этого хотят меньшевики-ликвидаторы, и не прекращают участие в легальной общественно-политической деятельности, как этого требует часть большевиков, так называемые «отзависты». Разногласия между большевиками и меньшевиками нарастают. Меньшевики все чаще склоняются к политике соглашательства и к отказу от революционной борьбы. На Пражской конференции 1912 года большевики и меньшевики расходятся окончательно. В 1914 году начинается Первая мировая война. Большевики – единственная пролетарская партия Второго интернационала, которая выступает за то, чтобы бойню, развязанную хозяевами финансового капитала, превратить в гражданскую войну против капиталистов. В 1916 году Ленин пишет одну из важнейших своих работ «Империализм как высшая стадия капитализма». В ней дается научное описание монополистического капитализма. Книга объясняет, что из-за неравномерности развития главных капиталистических держав, из-за нарушения равновесия между ними, войны за передел мира неизбежны. Но при всей чудовищности этих войн они являются возможностью для пролетариата взять власть в свои руки. Рабочие России и партия большевиков первыми на планете пользуются кризисом и слабостью капитализма. В феврале 1917 года совершается буржуазно-демократическая революция. Царизм повержен.
Уже в апреле Ленин возвращается в Россию. Партия берет курс на свержение буржуазного правительства и установление диктатуры пролетариата. Большевики проводят огромную политическую работу. Они завоевывают поддержку рабочих, приобретают авторитет в советах, привлекают на сторону пролетарской революции миллионы крестьян. Не все в партии согласны с идеей вооруженного восстания против Временного правительства, но снова Ленин убеждает своих соратников в правоте избранного курса. Октябрьская социалистическая революция побеждает. Фабрики, заводы, земля, железные дороги и банки переходят в общественную собственность. Однако помещики и капиталисты не желают мириться с произошедшим. В сговоре с белогвардейскими генералами и правящими кругами стран Антанты они развязывают гражданскую войну. Большевики поднимают рабочих и крестьян на борьбу против иноземных захватчиков и белогвардейщины. На сторону советской власти встают широкие народные массы – матросы, солдаты и многие армейские офицеры. Красная армия разбивает ставленников Антанты, изгоняет из страны Советов войска интервентов. В 1922 году на политической карте мира появляется Союз Советских Социалистических Республик. Молодое пролетарское государство приступает к мирному социалистическому строительству. Больше 30 лет в биографии Ленина – это напряженная научная работа и бесстрашная революционная борьба. Он стал самым выдающимся продолжателем дела Маркса и Энгельса. Подходя ко всем политическим задачам на своем пути как материалист-диалектик, Ленин все противоречия той эпохи заставил работать на победу пролетарской революции. Он шел на тактические уступки и временные союзы, когда обстоятельства этого требовали, но был абсолютно тверд и неуступчив, когда дело касалось вопросов принципиальных. Ленин показал, насколько эффективным инструментом может быть материалистическая диалектика в политике. Именно этим он до сих пор страшен для всех эксплуататоров на нашей планете. Ну и, конечно же, невозможно не сказать несколько слов о личных качествах Владимира Ильича. Всю свою жизнь Ленин посвятил делу пролетарской революции. Его не интересовали модные фасоны одежды, роскошные интерьеры и дорогие рестораны. При этом Ленин был против того, чтобы его называли аскетом. Он любил жизнь. Владимир Ильич никогда не пренебрегал физкультурой, обожал пешие и велосипедные прогулки, свежий воздух и природу. Многие современники отмечали его крепкое телосложение, и сам Ленин говорил, что революционер обязан быть физически сильным и выносливым. Владимир Ильич не терпел сплетен. Он ненавидел похабные шутки, но юмора не чуждался. Его веселили удачные словесные остроты и каламбуры. В политических дискуссиях Владимир Ильич был человеком страстным и жестким. Он не гнушался самых крепких выражений и не щадил своих оппонентов. Когда Ильича противник ругал, вспоминала Надежда Константиновна Крупская, Ильич кипел, огрызался вовсю, отстаивал свою точку зрения, но когда вставали новые задачи и выяснялось, что с противником можно работать вместе, тогда Ильич умел подойти ко вчерашнему противнику как к товарищу. Ленин во всем был человеком дела. Он не любил опозданий и напрасной траты времени. Ему не нравились общие рассуждения на собраниях и заседаниях. От собеседников и докладчиков он всегда требовал конкретных фактов, цифр или документов. Первый руководитель советского государства на дух не переносил словословия в свой адрес и всегда пресекал попытки петь ему дифирамбы. Управляющий делами Совета народных комиссаров Бонч-Бруевич однажды необоснованно поднял Ленину зарплату. Владимир Ильич это решение отменил как незаконное, а Бонч-Бруевичу объявил строгий выговор. Наверное, лучше всего о двух самых важных чертах Ленина как личности сказал первый нарком просвещения Луначарский. В характере Владимира Ильича отсутствовало то, что Луначарский назвал личничеством. Ленин прекрасно осознавал свои способности и свою роль в истории, но был лишен всякого самолюбования. Он не был сосредоточен на собственной персоне, не носил себя словно драгоценный сосуд. Его скромность была настоящей, естественной. Ленин весь без остатка был поглощен делом освобождения человечества от иго частно-собственнической эксплуатации. И, как отмечал Луначарский, свою личность он передал целиком в коммунистическую кузницу.
Он трудился самоотверженно, честно, ответственно и дисциплинированно, не ожидая какой бы то ни было награды. Именно такое отношение к труду будет естественным для всех в коммунистическом обществе. И Ленин своей жизнью показал, как должен жить, бороться и трудиться настоящий коммунист. А вторую важнейшую черту ленинского характера нарком просвещения определил так. Владимир Ильич был человек необыкновенно веселый. Причиной подобного неиссякаемого оптимизма, по словам Луначарского, было то, что Ленин, как марксист, понимал историческую неизбежность победы коммунизма. Не слепо и фанатично верил в эту победу, а как ученый предвидел ее, зная законы исторического развития общества. Никаких гонений на людей из-за их вероисповедания при большевиках не было. Да, коммунисты открыто провозглашали, что они атеисты. Советское государство могло быть только светским. И об этом Ленин прямо заявлял. Всякий должен быть совершенно свободен исповедовать какую угодно религию или не признавать никакой религии, то есть быть атеистом. Никакие различия между гражданами в их правах в зависимости от религиозных верований совершенно недопустимы. Церковь отделялась от государства и лишалась его поддержки. Но заставить кого-то силой отказаться от своих религиозных убеждений никто не имел права. А вот священники, которые брали в руки оружие или начинали бороться с советской властью другими способами, карались как классовые враги. Но при чем здесь гонение на веру? Владимир Ильич ни в какую вечную мораль, спущенную свыше, не верил. Материалист и диалектик, он прекрасно понимал, какой класс господствует, тот и определяет мораль для общества. Тысячи лет сначала рабовладельцы, затем феодалы и, наконец, капиталисты паразитировали на своих собратьях по роду человеческому. Ленин нанес эксплуататорским порядкам непоправимый урон, создал опасный прецедент. Понятно, что для эксплуататоров он исчадие ада. Чуть ли не сам сатана во плоти. Неудивительно, что всеми силами капиталисты вместе со своей интеллектуальной обслугой демонизируют вождя первой победившей пролетарской революции. Им пугают, его изображают чудовищем, кричат о том, что он разрушал традиционные ценности. Но самая главная ценность, за которую они переживают, это их традиционное право жить за счет наемного труда. Посмотрим на главный результат гражданской войны. Советы взяли под контроль большую часть бывшей Российской империи. Брестский мир, которым их попрекают больше сотни лет, был вынужденной временной уступкой Германии. 25 февраля 1918 года в статье «Тяжелый, но необходимый урок» Ленин писал: «Преступление с точки зрения защиты Отечества принимать военную схватку с бесконечно более сильным и готовым неприятелем, когда заведомо не имеешь армии. Мы обязаны подписать с точки зрения защиты Отечества самый тяжелый, угнетательский, зверский, позорный мир не для того, чтобы капитулировать перед империализмом, а чтобы учиться и готовиться воевать с ним серьезным, деловым образом». Конец цитаты. Тактика Ленина и здесь оказалась верной. Брестский договор был аннулирован в ноябре того же года. Большевики сумели создать мощную рабоче-крестьянскую армию, которая в итоге заставила белогвардейцев с интервентами убраться из России. Молодая страна Советов отстояла свою независимость. В 1922 году был образован СССР. Кроме того, большевики отказались выплачивать долги Временного правительства и царской России. А это были миллиарды золотых рублей. Как-то странно получается. Чьими же агентами были большевики, если интервенты не добились от них, чего хотели? Более того, СССР всего через 15-20 лет стал могучим государством и костью в горле у всех ведущих капиталистических держав планеты. Неужели кайзеровская Германия спонсировала большевиков только для того, чтобы через четверть века они на голову разбили Германию гитлеровскую? В интернете стала вирусной такая шутка. Немцы, когда завербовали Ленина и заплатили ему золотом, сказали: как возьмете власть, сразу начинайте открывать НИИ и университеты, стройте электростанции, создайте боеспособную армию и обеспечьте весь советский народ бесплатной медициной и всеобщим образованием. Откуда растут ноги у мифа о том, что Ленин – агент кайзера? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности.
После февральской революции политическое влияние большевиков стремительно возрастало. Для того, чтобы дискредитировать Ленина и его партию, Временное правительство, а также союзники России по Антанте и распространяли подобные слухи. Понятны интересы российских, британских и французских буржуев. Русский солдат нужен был им на фронте в качестве пушечного мяса. Сталин так описывал положение дореволюционной России среди ведущих держав того времени. Царская Россия была величайшим резервом западного империализма не только в том смысле, что она давала свободный доступ к заграничному капиталу, державшему в руках такие решающие отрасли народного хозяйства России, как топливо и металлургию, но и в том смысле, что она могла поставить в пользу западных империалистов миллионы солдат. Вспомните 14-миллионную русскую армию, проливавшую кровь на империалистических фронтах для обеспечения бешеных прибылей англо-французских капиталистов. Конец цитаты. Царь, а позже Временное правительство зависели от своих западных партнеров. Все лидеры белого движения так или иначе были связаны с заграницей, но иностранные агенты – большевики. Логика? Да к черту ее. Ленин – шпион и точка. Американский сенатор Эдгар Бора в сентябре 1919 года задал резонный вопрос. «Мне непонятно, господин президент, вот что. Если Ленин не представляет массы русского народа, то почему адмирал Колчак и другие, заявляющие, будто они представляют русский народ, не имеют поддержки со стороны самого русского народа, а полностью зависят от поддержки из-за границы?» Конец цитаты. А советский военачальник Михаил Фрунзе писал: «Каждый дурак может понять, что там, в лагере наших врагов, как раз и не может быть национального возрождения России. Что как раз с той стороны и не может быть речи о борьбе за благополучие русского народа. Потому что не из-за прекрасных же глаз все эти французы, англичане помогают Деникину и Колчаку. Естественно, что они преследуют свои интересы. Этот факт должен быть достаточно ясен, что России там нет, что Россия у нас». Конец цитаты. По сути, в результате гражданской войны наша страна вышла из полуколониального подчинения английскому и французскому капиталу, стала по-настоящему независимым государством. Так что или кого предали большевики? Чаще всего говорят о том, что больше всего пострадал от революции русский народ. Но разве запретили большевики русскую культуру, классическую русскую литературу, лучшие произведения русского музыкального искусства? Напротив, куда больше людей после революции смогли приобщиться к этим культурным сокровищам. Можно посмотреть на возросшие в советское время тиражи русских писателей-классиков, на ставшие доступными для миллионов рабочих и крестьян музеи, выставки, театры, художественные и музыкальные школы. А русский язык действительно стал по-настоящему общим языком для всех народов бывшей Российской империи. До того у миллионов людей выучить его не было возможности, как не было возможности вообще получить хоть какое-то образование. Да и вообще культуры всех народов страны получили при советской власти мощнейший импульс к развитию. Но кое-что русское все же было беспощадно уничтожено. Русский барин исчез как класс. Русские помещики и капиталисты исчезли. Точно так же, как исчезли казахские и узбекские баи, украинские паны и прочие угнетатели. Вместе с ними пропали все их лакеи, помощники и прихлебатели. Многовековые порядки частнособственнической эксплуатации были разрушены. Если вы настаиваете на том, что Ленин предатель, то да, это отечество. Отечество господское он действительно предал. Точнее, Ленин большую часть своей жизни был его последовательным врагом и никогда этого не скрывал. Обвинение в том, что Ленин изменил буржуазно-помещичьей России, чтобы за деньги угодить другому капиталистическому государству, абсурдно. Цель у Владимира Ильича была другая. Он хотел, чтобы вообще не осталось на планете стран капиталистических, чтобы у всех людей труда появилось отечество пролетарское, свободное от паразитов и угнетателей. Учитывая, что большая часть народа поддержала советскую власть, слишком много предателей получается. Предатель, по такой логике, и будущий героический генерал Красной армии Дмитрий Карбышев. Предатели – все офицеры и солдаты русской армии, выбравшие в гражданской войне сторону большевиков. Ученые, писатели и деятели искусства, которые не уехали за границу после революции или вернулись на родину спустя некоторое время.
«Конечно, есть люди, — писал в июне 1918 года Владимир Ильич Ленин, — которые думают, что революция может родиться в чужой стране по заказу, по соглашению. Эти люди либо безумцы, либо провокаторы. Мы пережили за 12 лет 2 революции. Мы знаем, что их нельзя сделать ни по заказу, ни по соглашению, что они вырастают тогда, когда десятки миллионов людей приходят к выводу, что жить так дальше нельзя». Конец цитаты. Революционная ситуация 1917 года назревала десятилетиями, а мировая бойня стала ее главным катализатором. Российские помещики и капиталисты обрекли рабочих и крестьян на страдания войны, голод и нищету. Себя, господа, и должны были в первую очередь благодарить за создание всех необходимых условий для революции. Можно сколько угодно принижать социальные достижения страны Советов, но факт остается фактом. Права и возможности, которых в то время не было у человека труда даже в самых передовых государствах планеты, дали российским рабочим и крестьянам именно большевики, не цари и не временное правительство. Большевики покончили с сословным неравенством. Сословия, а также все связанные с ними ограничения и привилегии были упразднены. Впервые в истории женщины получили равные с мужчинами гражданские и политические права. Искоренялась и всякая дискриминация по национальному признаку. 8-часовой рабочий день, право на отпуск и социальную защиту, пенсионное обеспечение – все это появилось в нашей стране при советской власти. Кстати, отпуск по беременности и родам в России до сих пор называется декретным, потому что установлен он был в декабре 1917 года декретом в ЦИК. Вскоре после революции началось заселение бедняков в квартиры богатых. Это были первые меры революционного правительства по обеспечению граждан жильем. За время существования СССР сотни миллионов человек улучшили свои жилищные условия. Бесплатная медицинская помощь стала правом каждого жителя страны. С самого начала большевики взяли курс на экстенсивное развитие системы медицинской помощи. Больше врачей, больше больниц, больше коек. Система «Семашко», такое название она получила по фамилии первого наркома здравоохранения, работала как единое целое, централизованно и по плану. Упор в ней делался на профилактику и гигиену, на комплексную научно организованную заботу о здоровье граждан. Уже в первые годы советской власти удалось добиться значительных успехов в борьбе с инфекционными заболеваниями. Например, к 1927 году заболеваемость сыпным тифом снизилась по сравнению с 1912 годом в 89 раз. Снижалась заболеваемость и так называемыми социальными недугами, главной причиной которых всегда была крайняя нищета. В 1940 году в стране было почти в 6 раз больше врачей, чем в 1913. Росла продолжительность жизни советских граждан, улучшалось состояние их здоровья, неуклонно снижалась детская смертность. В 1919 году в молодой стране Советов началась ликвидация безграмотности. К 1936 году через ликбез прошло около 40 миллионов человек. По данным переписи 1939 года, уже 90% советских граждан в возрасте от 16 до 50 лет были грамотными. Из года в год в СССР увеличивалось число учащихся школ, средних специальных и высших учебных заведений. Культурный и образовательный уровень советского общества постоянно повышался. Было покончено с такими уродливыми язвами дореволюционной России, как проституция и беспризорность. В 1930 году закрылась последняя биржа труда. В СССР была полностью ликвидирована безработица. Еще шла гражданская война, а в стране уже открывались десятки научно-исследовательских институтов. Всесторонне поддерживалась работа передовых ученых. Именно тогда большевики закладывали фундамент великой советской науки. Не оставались без внимания искусство и культура, развивалось музейное дело. По заданию и под руководством Ленина началась реализация государственного плана развития электроэнергетической отрасли. План Гойл-Ро станет важнейшей частью будущей индустриализации. Страна совершила гигантский рывок в развитии. Она кардинально изменилась. Очень сильно изменились и люди. В своей статье, посвященной 20-летней годовщине социалистической революции, советский педагог Макаренко писал: «Мы научились быть счастливыми в том высочайшем смысле, когда счастьем можно гордиться. Мы научились быть счастливыми в работе, в творчестве, в победе, в борьбе.
Мы познакомились с радостью человеческого единения без поправок и исключений, вызванных соседством богача. Мы научились быть счастливыми в знании, потому что знание перестало быть привилегией грабителей. Мы научились быть счастливыми в отдыхе, потому что мы не видим рядом с собой праздности, захватившей монополию отдыха. Мы научились быть счастливыми в ощущении нашей страны, потому что теперь эта страна наша, а не нашего хозяина. Мы знаем теперь, какая красота и радость заключается в дисциплине, потому что наша дисциплина – это закон свободного движения, а не закон своеволия поработителей. Конец цитаты. СССР не был раем на земле. Это было общество строящегося коммунизма, общество, где новый экономический уклад только формировался. «Социализм – не готовая система, которой будет облагодетельствовано человечество», – писал Ленин. Советский Союз все время своего существования был объектом агрессии могущественных капиталистических держав. Не прекращалась классовая борьба и внутри СССР, и мы помним, какие силы в итоге взяли в ней верх. Но и тот несовершенный Советский Союз обеспечивал сотням миллионов своих граждан куда лучшие условия жизни, чем те, что мог бы им дать капитализм. Даже сегодня, через 30 с лишним лет после уничтожения СССР, многие люди с теплотой вспоминают социальные блага, считавшиеся в советское время само собой разумеющимися. Они испытывают ностальгию по психологической атмосфере социалистического общества и по тем отношениям, которые были тогда между людьми. У миллионов людей появилась возможность сравнить социальные гарантии пролетарского государства с бесправием человека труда, кредитным рабством, безработицей и другими прелестями современной рыночной экономики. Обратимся к тексту его письма американским рабочим, которое датировано 20 августа 1918 года. Ленин. Цитата. «Обвиняют нас в разрушениях, созданных нашей революцией. И кто же обвинители? Прихвостни буржуазии. Той самой буржуазии, которая за 4 года империалистской войны, разрушив почти всю европейскую культуру, довела Европу до варварства, до одичания, до голода. Эта буржуазия требует теперь от нас, чтобы мы делали революцию не на почве этих разрушений, не среди обломков культуры, обломков и развалин, созданных войной, не с людьми, одичавшими от войны. О, как гуманна и справедлива эта буржуазия! Ее слуги обвиняют нас в терроре. Английские буржуа забыли свой 1649, французы свой 1793 год. Террор был справедлив и законен, когда он применялся буржуазией в ее пользу против феодалов. Террор стал чудовищен и преступен, когда его дерзнули применять рабочие и беднейшие крестьяне против буржуазии. Террор был справедлив и законен, когда его применяли в интересах замены одного эксплуатирующего меньшинства другим эксплуататорским меньшинством. Террор стал чудовищен и преступен, когда его стали применять в интересах свержения всякого эксплуататорского меньшинства, в интересах действительно огромного большинства, в интересах пролетариата и полупролетариата, рабочего класса и беднейшего крестьянства. Буржуазия международного империализма перебила 10 миллионов человек, искалечила 20 миллионов на своей войне, войне из-за того, английским или немецким хищникам господствовать над всем миром. Если наша война, война угнетенных и эксплуатируемых против угнетателей и эксплуататоров будет стоить полумиллиона или миллиона жертв во всех странах, буржуазия скажет, что первые жертвы законны, вторые преступны. Пролетариат скажет совсем другое. Пролетариат усваивает себе теперь, среди ужасов империалистской войны, вполне и наглядно ту великую истину, которой учат все революции. Истину, которую завещали рабочим их лучшие учителя, основатели современного социализма. Это истина та, что не может быть успешной революцией без подавления сопротивления эксплуататоров. Конец цитаты. Очень хорошо тему революционного насилия раскрыл позднее в разговоре с Гербертом Уэллсом Иосиф Виссарионович Сталин. Уэллс упрекал коммунистов в излишней тяге к насилию. Приведем выдержки из ответов Сталина английскому писателю-фантасту. Сталин, цитата. «Замена одного общественного порядка другим общественным порядком является сложным и длительным революционным процессом. Это не просто стихийный процесс, а это борьба. Это процесс, связанный со столкновением классов. Капитализм сгнил, но нельзя его сравнивать просто с деревом, которое настолько сгнило, что оно само должно упасть на землю. Нет.
Революция, смена одного общественного строя другим всегда была борьбой на жизнь и смерть. И всякий раз, когда люди нового мира приходили к власти, им надо было защищаться от попыток старого мира вернуть силой старый порядок. Им, людям нового мира, всегда надо было быть настороже, быть готовыми дать отпор покушениям старого мира на новый порядок. Старый общественный строй рушится, но он не рухнет сам собой. Взять, например, фашизм. Фашизм есть реакционная сила, пытающаяся сохранить старый мир путем насилия. Что вы будете делать с фашистами? Уговаривать их? Убеждать их? Но ведь это на них никак не подействует. Коммунисты вовсе не идеализируют метод насилия, но они, коммунисты, не хотят оказаться застигнутыми врасплох. Они не могут рассчитывать на то, что старый мир сам уйдет со сцены. Они видят, что старый порядок защищается силой, и поэтому коммунисты говорят рабочему классу: готовьтесь ответить силой на силу. Сделайте все, чтобы вас не раздавил гибнущий старый строй. Не позволяйте ему наложить кандалы на ваши руки, которыми вы свергнете этот строй. Коммунисты не могут не считаться с фактами. Возьмем пример из нашей истории. Разве не ясно было в течение долгого времени, что царский порядок гниет, что он рушится? Сколько крови, однако, понадобилось, чтобы его свалить? А Октябрьская революция? Разве мало было людей, которые знали, что только мы, большевики, указываем единственно правильный выход? Разве не понятно было, что сгнил русский капитализм? Но вы знаете, как велико было сопротивление? Сколько крови было пролито, чтобы отстоять Октябрьскую революцию от всех врагов, внутренних и внешних? Дело в том, что классы, которые должны сойти с исторической сцены, последними убеждаются в том, что их роль окончена. Убедить их в этом невозможно. Им кажется, что трещины в прогнившем здании старого строя можно заделать, что можно отремонтировать и спасти рушащиеся здания старого порядка. Поэтому гибнущие классы берут в руки оружие и всеми средствами начинают отстаивать свое существование как господствующего класса. Вы не правы, если думаете, что коммунисты влюблены в насилие. Они бы с удовольствием отказались от метода насилия, если бы господствующие классы согласились уступить место рабочему классу. Но опыт истории говорит против такого предположения. Конец цитаты. А в другой беседе в интервью немецкому писателю Эмилю Людвигу Сталин рассказал о том, что большевики после революции не сразу обращались со своими противниками жестко. Меньшевики, эсеры и даже кадеты существовали легально, издавали свои газеты. Генерала Краснова, который организовал военный поход на Петроград, и вовсе отпустили, удовлетворившись его устным обещанием, что он не будет больше бороться с советской властью. Сталин, цитата: «Очень скоро выяснилось, что чем мягче мы относимся к нашим врагам, тем больше сопротивления эти враги оказывают. Вскоре правые эсеры, ГОЦ и другие, и правые меньшевики организовали в Ленинграде контрреволюционное выступление юнкеров, в результате которого погибло много наших революционных матросов. Тот же Краснов, которого мы выпустили на честное слово, организовал белогвардейских казаков. Он объединился с Мамонтовым и в течение 2 лет вел вооруженную борьбу против советской власти. Вскоре оказалось, что за спиной этих белых генералов стояли агенты западных капиталистических государств – Франции, Англии, Америки, а также Японии. Мы убедились в том, как мы ошибались, проявляя мягкость. Мы поняли из опыта, что с этими врагами можно справиться лишь в том случае, если применять к ним самую беспощадную политику подавления». Конец цитаты. Это интервью Сталин дал в 1931 году. Через 10 лет Краснов начал служить Третьему рейху и причинил еще немало вреда Советскому Союзу. Вот вам еще одно доказательство, что в классовой борьбе снисхождение к противнику дорого обходится. И в более поздней истории мы не раз подобное наблюдали. Мирно, полюбовно, через победу на буржуазных выборах, через реформы и некую политическую эволюцию капиталисты власть не отдадут никогда. Те, кто обвиняют Ленина и большевиков в насилии, ведут себя так, словно это насилие возникло в вакууме, а не как ответ на насилие угнетателей. Словно не было до этого в дореволюционной России веков эксплуатации и произвола помещиков, крепостного права, сословного унижения, расстрелов мирных шествий и протестов безоружных рабочих. А уж какими зверствами отметились интервенты и белобандиты на всей территории страны за время гражданской войны. Так усердствовали, что своей жестокостью настроили огромные массы людей против себя. Об этом Ленин тоже говорил. Ленин, цитата: «Вы знаете, что Колчаку оказывала помощь вся европейская буржуазия.
Вы знаете, что сибирская линия охранялась и поляками, и чехами. Были и итальянцы, и американские офицеры-добровольцы. Все, что могло бы парализовать революцию, все пришло на помощь Колчаку. И все это рухнуло, потому что крестьяне, сибирские крестьяне, которые менее всего поддаются влиянию коммунизма, потому что менее всего его наблюдают, получили такой урок от Колчака, такое практическое сравнение, что мы можем сказать: Колчак дал нам миллионы сторонников советской власти в самых отдаленных от промышленных центров районах, где нам трудно было бы их завоевать. Конец цитаты. Вы осуждаете насилие большевиков, но насилие буржуев, интервентов и Белой гвардии полностью оправдываете или считаете его меньшим злом? Ну тогда вам стоит честно признаться в том, что вы не против насилия как такового. Вам не нравится лишь насилие в отношении класса, которому вы симпатизируете. Насилие насилию рознь. Есть насилие паразитов и эксплуататоров над угнетенными, а есть насилие угнетенных над поработителями и захватчиками. Буржуи постоянно льют крокодиловые слезы по поводу пролитой крови во всякой успешной пролетарской революции. Своего собственного многовекового насилия они не замечают. Авторы «Черной книги коммунизма» утверждают, что на совести коммунистов 100 миллионов погибших. В число погибших от коммунистических репрессий они включили даже нацистских коллаборационистов. Вообще это произведение изрядно критикуется за недостоверность приводимых данных, ну да ладно. Давайте возьмем за ориентир эту невероятную цифру – 100 миллионов. Только в 2 мировых войнах, развязанных империалистической буржуазией в 20 веке, погибло более 90 миллионов человек. А сколько было военных вторжений в разные страны планеты после 1945 года? В Корее, Вьетнаме, Ираке счет убитых также шел на миллионы. И кто считал погибших от голода, организованного капиталистами, от кризисов, безработицы, бездомности и отсутствия медицинской помощи? Это другое, тут понимать надо. Просто кто-то не вписался в рынок, причем тут капитализм, правда? Буржуи лицемерно болтают о недопустимости насилия и одновременно всю свою историю топят человечество в крови. Коммунисты же честно говорят, что насилие прекратится лишь вместе с классовой борьбой. То есть только после того, как на планете будут обобществлены все средства производства и перестанет существовать деление людей на классы. Цитата. Представлять себе всемирную историю, идущей гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда скачков назад, не диалектично, не научно, теоретически неверно. Конец цитаты. Увы, старый строй на время может взять верх. Старые порядки порой возвращаются усилиями класса, который не желает сдаваться, не желает расставаться со своим привилегированным положением. Но, к счастью для человечества, прогресс не прекращается после одной, нескольких или даже многих неудач революционеров. Не 100 лет ушла на то, чтобы капитализм утвердился на планете в качестве господствующей экономической системы. На пути к власти класс буржуазии многократно терпел поражение, но в итоге весь мир перешел к капиталистическому способу производства, поскольку он был более прогрессивным, а феодализм окончательно изжил себя. Историей станет и капитализм. Эксплуатация и безработица, торги на биржах и экономические кризисы, империалистические войны и роскошь олигархов, бесправие труда и всевластие капитала уйдут в прошлое, как гладиаторские бои в Древнем Риме, как барщина и рыцарские поединки Средневековья. Даже сейчас, когда кажется, что ничего в основах жизни общества не меняется, человечество движется к новому экономическому укладу. Противоречия капитализма обостряются. Ну а влияние, огромное влияние, которое оказали на этот процесс Великая Октябрьская революция, Ленин и большевики, сохраняется до сих пор. Владимир Ильич Ленин, цитата. «Никакая сила в мире не может взять назад того, что советское государство было создано. Это всемирно-историческая победа. Сотни лет государства строились по буржуазному типу, и впервые была найдена форма государства небуржуазного. Может быть, наш аппарат и плох, но говорят, что первая паровая машина, которая была изобретена, была тоже плоха, и даже неизвестно, работала ли она. Но не в этом дело, а дело в том, что изобретение было сделано.
Пускай первая паровая машина по своей форме и была непригодна, но зато теперь мы имеем паровоз. Пусть наш государственный аппарат из рук вон плох, но все-таки он создан. Величайшее историческое изобретение сделано. Конец цитаты. Октябрьская революция дала миру пример общества, где все устраивается не в интересах класса частных собственников, а в интересах тех, кто трудится. Этот пример был настолько впечатляющим, что капиталистам развитых стран приходилось улучшать условия жизни для своих наемных работников. И мы видим, как после краха СССР права и блага у рядовых тружеников отнимаются. Конкурировать западным капиталистам больше не с кем, и так сойдет. Победа над германским нацизмом тоже плод той великой революции. Советский Союз показал, что экономика страны с общественной собственностью на средства производства и планом способна противостоять мощнейшей экономике и армии капиталистической Европы. Трудно представить, в какой ад была бы превращена планета, если бы во Второй мировой победили нацисты. Да и сама Россия, не будь она социалистической, с огромной вероятностью была бы уничтожена и поглощена более сильными империалистическими хищниками. Октябрьская революция осветила десяткам стран путь антиколониальной и классовой борьбы. Вдохновила их на освобождение от колониального и капиталистического гнета. Что бы ни говорили о Китае сегодня, как бы горячо не спорили о том, является ли КНР капиталистическим или социалистическим государством, свою независимость эта страна обрела именно благодаря коммунистам. Великий Октябрь изменил расстановку сил в мире навсегда. В большинстве стран планеты интерес к марксизму-ленинизму растет, и сегодня самые популярные политические публицисты в мире – это Карл Маркс и Владимир Ильич Ленин. Но давайте представим себе абсолютно невероятную ситуацию. Уничтожены все книги Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Стерты из памяти людской все данные об СССР, об Октябрьской и других пролетарских революциях. Люди помнят и знают исключительно капиталистическую действительность. Это, конечно, невозможно, и все же пофантазируем. Даже в этом случае человечество осталось бы с теми же объективными противоречиями капитализма. Добросовестные мыслители все равно пришли бы к тем же самым научным выводам, что Маркс, Энгельс, а позднее и Ленин. С поправкой на десятки лет прогресса, но выводы были бы по сути такими же. Капитализм в высшей своей империалистической стадии, как и прежде, порождает все более жестокие кризисы и несет в себе потенциал большой разрушительной войны. На наших глазах очередной такой кризис снова грозит человечеству неисчислимыми бедами. Если и есть у нашего биологического вида будущее, то связано оно исключительно с переходом от капитализма к новому способу производства. И тут ленинский опыт бесценен. Опыт теоретика, который оказался способен дать научное описание экономических, социальных и политических реалий своего времени. Опыт успешного организатора и руководителя коммунистической партии, который сумел сохранить и отстоять ее революционность на всех этапах ее существования. Опыт победоносной революции. Опыт сохранения власти в ходе гражданской войны. Опыт строительства первого пролетарского государства, ставшего в итоге сверхдержавой с мировым влиянием. Не затереть, не спрятать в чулане истории эти величайшие свершения. Мир после 1917 года уже никогда не будет прежним. Впервые за тысячи лет человечество попробовало другую жизнь. Без рыночной анархии производства, без страха перед завтрашним днем, без эксплуатации человека человеком. И величие этого шага в истории человеческой цивилизации неразрывно связано с именем Ленина. «Мы это дело начали», — сказал Ленин в 4-ю годовщину Октябрьской революции. Когда именно, в какой срок, пролетарии какой нации это дело доведут до конца, вопрос несущественный. Существенно то, что лед сломан, что путь открыт, дорога показана.
новая советская власть. В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9 из капиталистов или из богатых.